Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы, наверное, замечали, что хочется творить и придумывать что-то со страшной силой, но всегда какая-то мелочь мешает. И эта мелочь копится и копится. Будем избавляться от мелочи, потому что в лоскутном шитье мелочей не бывает. Во, я загнула. Перебираем мебельные образцы, берем в работу даже самые маленькие кусочки. Девочки, вы, конечно, заметили, что в работу я беру яркие, цветные, веселые лоскутки. Живу на Урале. Природа у нас очень красивая. Горы, леса, реки, скалы. Но не хватает, видимо, ярких красок. Тем более сейчас вся молодежь ходит в черных толстовках, оверсайз. И мои дети тоже себе такие захотели. Тем более, что на сайте интернет-магазина «Любимый Василек» большой выбор теплых толстовок с начесом. У нас на Урале зимой мы ходим в застегнутых телогрейках, а летом в расстегнутых. Ой, да ладно, пошутила. Тепло у нас на Урале тоже бывает зимой, когда отопление включают. И домашний халатик очень кстати, и полотенца пригодятся. И для мальчишек моих обновки тоже нужны. Маме шубу, детям трусики. И еще смотрите, какая прелесть. Готовая большая скатерть из рогожки. Очень красивая, украшенная кружевом. А эту синюю ткань — перкаль. Думаю, вы все ее запомнили. Очень нравится с ней работать. Использую практически во всех своих изделиях. Ширина ее 2,20. И даже 1 метра хватает на несколько проектов. Кстати, для всех моих подписчиков по промокоду POLI10 действует скидка 10% на ткани на отрез. И еще одна замечательная новость. Доставка стала просто бесплатная. И по секрету вам скажу, что в этом интернет-магазине есть лоскут на вес. Конечно же, нам нужна основа. Плотная ткань, на которую мы будем нашивать все эти маленькие детали. Наметим центр и закроем его ярким кусочком. У меня простая бытовая швейная машинка. Для того, чтобы готовое изделие получилось красивое и аккуратное, надо, чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Воспользуемся самодельным приставным столиком. Еще один момент. У меня все ткани мебельные, они плотные, проклеенные, не сыпятся. Еще у меня есть несколько кусочков драпа и фетра, поэтому я шью так, простой строчкой. Если у вас сыпучие ткани, то можно их пришивать зигзагом. Шьем нашим любимым способом, методом научного тыка. Цветные кусочки нашиваем в произвольном порядке, как Бог на душу положит. Единственное, следим, чтобы все цвета были распределены равномерно.
Процесс этот залипательный. И так как кусочки достаточно большого размера, то и работа быстро движется. В общем, шей до пари не будет пустой поры. Когда вот так шьешь, не торопясь, подбираешь бархатистые, мягкие, цветные кусочки ткани, то успокаиваешься, медитируешь. Невозможно думать о плохом и одновременно работать. В любой непонятной ситуации шей. За это время или ситуация изменится, или твое отношение к ней. Но, во всяком случае, у вас останется прекрасная вещь, сделанная своими руками. Даже если что-то не получилось, это всего лишь коврик. Когда вся основа заполнена, надо ее проутюжить, подровнять и отрезать лишнюю ткань. И получилась у нас красота. Чуть раньше в такой же технике я шила похожую заготовку. А вот теперь уже вопрос, что из этого лучше сделать. Первоначальная задумка была сшить чехол, накидку на рабочий стул, по краям пришить завязки и обработать края. Но сейчас смотрю и думаю, а может быть сделать сумку или декоративную подушку, или еще нашить таких заготовок, соединить их вместе, чтобы получить накидку на кресло. Аппетит приходит во время еды, тем более, что таких мелких кусочков еще целый пакет остался. Может быть, вы, девочки, еще что-то посоветуете? Вот заметила, что при работе с лоскутками задумываешь одно, а получается другое. Сами лоскутки начинают диктовать условия. В общем, надо мне пойти подумать. А вы долго не думайте. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!